хвоста поезда. Благодарим за внимание. Внимание, пассажиры, оставившие сумку. Санитарные комнаты на первом этаже вокзала, пройдите к своим вещам. Пассажиры, оставившие сумку. В санитарной комнате на первом этаже вокзала, пройдите к своим вещам. In Rostov. Rostov. Donetsk, Lugansk. Het is allemaal heel dicht met elkaar verbonden. Rostov, Donetsk, Lugansk. Нет, я просто лично лицо. А, вы просто Да. сами по себе? Ну, что вы сказали? Ну, а что тут скажешь? Просто что тут скажешь? Хорошего ничего. Я говорю, вот мы приехали оттуда. А вы приехали из Украины? Да, мы приехали Да? оттуда, из Донецка. А с Донецка? Да. Сегодня? Донецк. Не сегодня, месяц назад. Месяц назад, да? Приехали в лагерь для беженцев полевой. А. Там, Матвеев Кукань. Да. Потом нас отправили по коде в Тверь. Из Твери нас, короче, я не знаю, в Твери, в общем, короче, за месяц, за август мы побывали в школе-интернате для Да. детей, в доме для престарелых, Да. в женском монастыре, в гарнизоне, где мы только не были. Да, везде вы были. И вот мы побегали везде и решили, что лучше уже домой возвращаться, на свое жилье. Понимаете? А значит, сегодня домой, в Да, Донецк? мы сейчас тут нас должны приехать забрать, и мы едем домой. Да? Да. В Донецк, да? Ну, у нас Или- не совсем в Донецке, мы в пригороде. Область, да, Да, пригород. область. Вы можете сказать, какой пригород? Харциск, город Харциск. Я об этом не слышал. Возле Макеевки. Макеевский, да, слышал. Вот идет Донецк, Макеевка, а следующий Харциск. Да. Ну, как раз между Янакиево, Шахтерском, Торезом, вот как-то мы тут вот в этой области находимся. Да. Ну скажите, месяц назад вы приехали сюда, да? И что вы остались там? В каких обстоятельствах вы бежали? Ну, у нас как? У нас там осталось все, жилье у нас целое осталось. А уехать нас заставили просто обстрелы, артобстрелы. У нас грады стояли, уже начинались у нас бомбежка, у нас в пригороде вот самолет упустил снаряд, лагерь нас бомбили, детский бомбили. Уже как бы было страшно. И кто бомбил? Украинская армия, а кто еще бомбил? У ополченцев самолетов нет. А потом грады, когда поставили, там же видно, что украинская армия. Ну, уже знаешь, где кто стоит, уже откуда что летит. Уже Да. все. Когда ополченцы стреляют или когда стреляют украинцы, знаешь. Если Ждановки летит, вот сейчас у нас там вот в этом, где-нибудь в Дебальцеве стоит украинская армия. Внимание! Ждановки, они Пути вот проследует оттуда грузовой стреляют. поезд. Будьте внимательны. Ополченцы, осторожны. конечно, отвечают, а По что второму им пути делать? проследует Да. грузовой поезд. России Будьте спасибо. внимательны, осторожны. Очень много добровольцев с России пошли, потому что люди просто не могут быть безразличными, равнодушными после этих событий 2 мая в Одессе, когда профсоюзов сожгли. У нас в Голландии на СМИ есть один человек, он живет в Голландии, но он из Донбасса, Левченко. Он говорит, что люди в Донбассе, я просто повторяю свои слова, они не мои слова, что люди страдают от ополченцев, потому что нет, я просто скажу, потому что ополченцы делают рекетинг, чтобы над среднего класса Донбасса. Как вы отвечаете на эти слова? Я не знаю, насчет ополченцев, вы знаете, во-первых, как сказать, русская пословица такая, в семье не без урода. Знаете? Да, понятно. Поэтому и в ополчении бывают такие люди, Да. которые под общий шумок могут сделать какое-то Ага. мародерство какое-то. Ну, это просто пресекается все. Если оно выявится, это сразу пресекается. Уважаемые
Пристекается, значит, на Сразу их вот, ответственность они несут за Да, это, за да, свои да, действия. да, Если они да. решили там под общий шумок там что-то Да. ограбить, например, да. Если об этом кто-то узнает или расскажет, их просто могут расстрелять. Да, да. Вот, да. Поэтому, ну знаете, как за каждого ж не будешь отвечать. Вот Путин, он может отвечать за каждого главу области. Да. Понимаете, он один, он может делать правильно, а кто-то на местах делает. Поэтому невозможно всех отследить. Ага. Ополченцы, те, которые убежали, Уважаемые пассажиры, вообще на них смотрю немножко с презрением, скажу честно. Кто с Украины бежит в Россию мужчины, Ага. вместо того, чтобы защищать свою землю, они Да, помогают. да, да. С России едут, помогают. Да, я считаю, Понятно. Да. вот в Чечне, когда была война, чеченцы женщин, детей отправляли, а сами оставались на Да. месте защищать свою землю. Да. Они не бежали никуда, наши Да. бежали. Короче говоря, как вы относитесь с Порошенко? Как Порошенко? Кстати, не выбирали. Нет, понятно. Да. Мы за референдум были всегда, мы проводили референдум. Да. И действительно, явка была очень высокая. Я сама была, как бы там тоже принимала участие. И мы знаем, как это все было. Мы там начинали говорить, что какие-то подполья, что там не было. Люди очень шли до того, даже пугали людей, запугивали, что могут расстрелять, и чтобы не ходили на этот референдум. То есть очень пугали людей. Тем не менее, люди шли. А почему шли? Потому что они выразили свое несогласие с тем, что в Киеве происходит. Понятно. Люди были, во-первых, когда я сама вот удивлялась, почему, когда явно видно на Майдане Ага. фашизм, почему Запад молчит? Все же прошли через фашизм, Италия пострадала, Франция пострадала, Да. все же от фашизма пострадали. Тем не менее, вот свастики везде разрисованы, стены в свастиках, и все молчат. Да. Запад молчит. Но когда Россия начала туда вступаться, она получила осуждение почему-то. Россия у нас оккупант. Каким образом Россия оккупировала? Вот мы просто сами жили все это время, да, на Украине. Мы смотрели местное телевидение. Мы видели все вот эти вот события, как это все разворачивалось. Это не Порошенко, это Дерняков, Яценюк и Кличко. То они в Брюссель едут совещаться, то из Брюсселя едут в Киев совещаться. Я ни разу не видела, что кто-то с Кремля приехал в Киев посовещаться. Ага. Тем не менее, Россия виновата. Да. Россия виновата, Путин виноват. Они оккупировали. Я всегда вопрос задавала, как бы, вот скажите, вот американский флаг на СБУ тоже Россия повесила? Россия. Там есть уже американский флаг? Понятно. Ну, сейчас спасибо, что вы тратили пару слов для нас, для меня. Как вас зовут, ваше Я имя? зовут Светлана. Светлана. Очень приятно, Светлана. И нам вот из-за всех этих событий вот с детьми приходится. Вот видите, вот маленькие дети все, у нас еще убежали. Вот это я с детьми, вот это приходится скитаться. Для того, чтобы вот уехали только, чтобы детей как-то уберечь от бомбежек. Что начал? Вот, чтобы детей уберечь от бомбежек, Да. пришлось уехать просто из дома. Конечно, да. Ну, могу так делать вывод. Вы сделали выбор между двумя рисков остаться тут со своими проблемами или вернуться со своими рисками, да? Здесь очень много, действительно, нам сделали, нам оформили статус временного убежища, нам Да. сделали. Да, Мы прошли все вот как бы для того, чтобы могли здесь, вот мы можем вот по идее находиться, ну, вот, у нас как бы 3 месяца сперва дается, потом автоматом продлевается до 180 дней. да. То есть, ну, мы можем еще находиться на территории России, но где мы пришли, вот, мы были в Твери. Мы были в Твери. В Твери, Город в Тверь, да. Мы были в Твери. Значит, жилье, вот однокомнатная квартира, аренда, однокомнатная квартира от 10 до 15 тысяч стоит рублями. 15 тысяч. Да, 15 тысяч. Что, Зарплата, еще недельно или? зарплата тоже от 15 до 25. Я работать могу
могу только одна, вот я. Она не может, потому что у нее маленький ребенок. И Да. то есть все, что я буду зарабатывать, будет уходить на аренду жилья. А жить за что? Да. Это просто нереально. До отправления скорого поезда номер 242 Поэтому мы решили, лучше вернуться домой. Да, вот. И какая связь между вами? Это моя дочь. Это ваша дочь, это ваш Это мой внук. внук, да? А еще у меня дочь одна в Воронеж поехала с мужем старшим. Провожающих выйти из У меня их вагона. 4 детей. Благодарим Вот за сейчас вот внимание. эта дочь. Вот дочь там, а где она уже делась, и сын. Это тоже внук тогда? Это сын А, мой. это сын твой, это Да. твой сын, младший сын тогда? Да, да, у меня их 4. Сын, дочь и еще... И еще одна, вот она дочь еще сзади Дочь. сидит, спрятала. И четвертый, это тоже А дочь? 4-я старшая, самая 23 года, и она в Воронеже сейчас тоже поехала с А. мужем, тоже выехали там же. Да. Вот, и поэтому вот так вот как-то. Вот Вот. что сделало наше украинское правительство. Приходится людям бегать вот так вот. С поддержкой нашего голландского правительства тоже. С поддержкой. Ну, политически, вы сам знаете. Вот, понимаете, нам Евросоюз санкционирует Россию и помогает Украине. нам политику не понять, как бы мы сами не политики, но то, что происходит, я считаю, что это очень неправильно, когда погибает просто, понимаете, когда армии воюют между собой, армия против Да. армии, это еще пойму, но когда гибнут обычные мирные жители, я вообще этого понять не могу, когда вот люди сидят на лавочке, их разрывают снарядами, это вообще это ужасно просто, это ж страшно, когда Да. гибнут дети вот такие, это как вот можно? Это И- уже что-то за страна такая, где армия убивает свой народ, Да. которая должна защищать народ. Понятно, без слов. И у вас в улице или в пригороде, где живете, есть случаи знакомые, которые потеряли? Да, да, у нас вот у Не Бажены, оставляйте свои Как? вещи. у Бажены, вот у дочери моей, девочка, одноклассница погибла, не одноклассница, с параллельного класса девочка погибла. Вот девочка 13 лет, мама и папа тоже погибли, осталась у них сестричка. Папа, мама и дочь погиб. Погибли. От кого? И от чего? От снарядов. Снарядов Да, от осколков. украинской армии? Да, от украинской армии. В пригород, как называется? Харцизский. Харцизский. Какое число, более или менее? Ой, ну какого числа я не могу сказать. Приблизительно. Точно, что в августе. Августа? В августе, да. В августе. В середине, начала, конца? Мониторинга или Это уже индивидуальное можно, когда- Мы сейчас в середине сентября. Когда погибла? специальных средств. Где-то в середине, наверное, да, августа. И осталась сестричка, у них 4 годика, с осколочным ранением руки, лежала в госпитале. Вот я не знаю теперь, какая судьба у этого ребенка. Вот 4 года остаться без мамы, без папы, без сестры. Это вообще страшно. Потом у нас погибла тоже вот девочка одна. Так она была вообще за единую Украину. Понимаете, а пуля ж она не разбирает. Снаряд прилетел, разорвал и все. Да. Пули не выбирает, да, между... Да. Она была за единую Украину, но тоже погибла. Вот и все. Так что все это плохо, все это неправильно, все это надо прекращать. А как это все прекратить? Потому что люди хотят жить, люди хотят работать. У нас все было стабильно. И у вас, Светлана, есть работа там? Сейчас уже нет работы. Вам удобно? И до этого, чем вы занимались? До этого детей воспитывала. Да, понятно. Да. Ну, у нас дело в том, что нам хватало и на жизнь, и чтобы за квартиру заплатить, и все у нас было. Да. Пенсионеры у нас ни в чем не нуждались тоже. Ага. Вот если в России пенсионерам надо, допустим, абонемент покупать, чтобы бесплатно ездить по городу, у нас и так пользовались пенсионеры. Бесплатным городским транспортом, электричками. Они бесплатно это все. Да. Все было нормально. Кому не хватало денег, они вот приезжали в Россию на заработки, привозили семьи. Хватало всем всего. Было жилье и была работа у людей, все было. В итоге теперь сидим, вот видите, на червотах. Как бомжи. Не, ну серьезно. А кто об этом могло думать 10 месяцев назад, да? Да. И вот, конечно, очень большое спасибо людям, вот обычным людям, Да. потому что Но не я знаю, какая смеюсь не уровня. потому, что я смеюсь, просто
из-за того, что это такая ситуация, совсем, я представляю себе, может, я могла через 3 месяца быть беженцем тоже. Вот представьте, как это. Да, Это ж ужас. И вот нам просто обычные люди, вот там местное население Твери, вот просто обычные люди, Да. собрали деньги нам на билет, на поезд. да? Вот мы приехали сейчас поездом Санкт-Петербург, Сухуми ехали поезд. Подождите, вы приехали из Петербурга? Нет. Мы из Твери, но поезд проходящий, он ехал с этого с Питера. Потому что Тверь это север от... Тверь находится между Питером и Москвой. Да. Вот. Мы ехали на этом сообщение поезда. Да. Санкт-Петербург, Сухуми. Да. Желаем вам Вышли, вот И вам помогли люди? Вы... да, люди помогали, обычные люди. Собрали деньги нам на билет, чтобы купить билеты, нам, чтобы поехали домой. Администрация только плечами пожимает, у нас средств нет. То, что рассказывается красиво, что там какие-то выделяются средства для беженцев, я не знаю, куда никому выделяются. Ну, так вот, на вольных хлебах. Я говорю, мы были везде. Мы были в Твери, мы были в Осташкове, в женском монастыре. И Востанчква, где это находится? Это на озере Селигер, озеро такое, Селигер. где вы Там можете исток удобно Волги, в как раз ожидании Волга начало поезда берет. провести свободное Красивые места, время. конечно, В зале живописные. повышенной Я уже все приятного сказала. отдыха. Я уже Да. много. Но меня можно не остановить даже. Так что я все-таки надеюсь, что все будет хорошо. Там уже ополченцы, так понимаю, нас Что хорошо, извините? Все будет хорошо. Там, да. Ну, у нас там, да. Да. В Новороссии. Да, Новороссия. Мы все-таки надеемся, что будет Новороссия, потому что, Да. не знаю, уже невозможно примирить после всего, что произошло. Понятно. Я никогда не думала, что я буду так реагировать вообще на украинский гимн. На украинский? Да. Гимн, да. Я вообще на него уже реагирую, когда его слышу, у меня сразу где всплывают в памяти события на Майдане, когда Беркут Да. избивали и жгли. У меня сразу, я не без конца вот этот свой гимн, вот это вот орали там. Да. Я его просто не могу сейчас слушать. Хотя раньше мы спокойно относились ко всему, и к гимну, и к флагу, и ко всему. На Западной Украине тоже живут нормальные люди. Тоже есть люди обычные, которые не хотят этой войны. Да. Это все политика. Понятно. Ну, Светлана, тогда спасибо еще раз. Да. И всего хорошего. Да, Всё делайте будет в Голландии свои выводы. Не допускайте у себя войны ни в коем случае. Потому что это очень плохо, это очень страшно, это очень... И что мы делаем санкции против России? Что вы можете об этом сказать? А что вы делаете? Санкции против России. Это глупо. Россия замечательная страна, великая страна, она выживет и без всяких санкций. Я не знаю, они просто... А что в России, вот чего не хватает? Ну пусть не будут вести там апельсины, которые... А то как, ну, в Грузии, в Армении, пожалуйста, тоже растут и мандарины, и апельсины. И всё. Не будут вести из Испании, будет здесь свое. Да ну, ерунда это все. Рыбы, а что рыбы? У нас нет морей здесь вот в России, что нет морей, океанов, все есть. Они что не могут добывать своим, надо обязательно там откуда-то рыбу завозить с Финляндии. Да ну, Уважаемые я пассажиры, при умоляю. обнаружении сексуальное обследование без применения технических и специальных средств. Kosten is gekomen, de spullen gaan mee. Уважаемые naar huis. пассажиры, по бесплатному федеральному Naar телефону Donetsk. 8 800 510 Помощь. Дай мне, Светлана. сообщение маломобильных нарушение функций опорно-двигательного аппарата и требования информации об услугах, Ты салон, чего это? Салон давай. Салон? а также оформляются заявки на организацию бесплатного сопровождения всех прибытия на вокзале, в том числе на оказание помощи при посадке в высадке в вагоны. Внимание! Уважаемые пассажиры, на втором этаже вокзала действует православная часовня в честь святителя Николая Чудотворца, покровителя всех духовных. Часовня открыта для вас с 10 до 22 по воскресеньям 13. Что там у нас, кстати? Жалко. Внимание!
Невесточка тоже ломила. Теперь орет. Готовые комары, мух. К вашим услугам предоставляют заказ. Все. Так, сколько у вас человек? Также в комнатах Alexander. вы можете воспользоваться дополнительными услугами. Более подробную информацию вы можете получить у администратора. Вход со стороны привокзальной площади. Желаем вам Садись. приятного. Чего ты боишься? Все. Так, это кабель ко мне. Уважаемые пассажиры, на первом этаже вокзала Kostja, можно пару слов о ситуации сейчас в Донбассе? Кошмар, короче, в этой Украине долбаной. свободное время. Это голландцы. Все, бомбят, нас разваливают, я не знаю, что делать. Да. Дети спят в подвалах. Вот сегодня ночью бомбили в Зуевке, он убегает сегодня народ. Полностью не знает, куда деваться. И сейчас здесь Россия не принимает, все, нам уже деваться некуда. Россия больше не принимает? Не, в России уже закрыто, все точки закрыты, потому что холодно. Ага, ага. Сейчас люди не знают, куда деваться. И куда семья сейчас Ну это в едет? Харциск, у нас, слава богу, ну, стреляют, но снаряды, слава богу, не попадают. Но дома рушат. Иловайск разрушили полностью практически. Да. ЖД вокзал, это администрация, я там лично видел. Да. Моего друга дом шахтер. 30 лет в шахте отработал, все, сейчас ему жить негде. Да. Полностью вся семья осталась на улице. Дурацкий вопрос, может быть, но мне надо его сдавать. К Порошенко, как вы относитесь? Так кто такой Порошенко вообще? Кто такой Порошенко? Кто его избирал? Кто его знает вообще? Я его не знаю такого Порошенко. Да. Я такого не знаю. Скажи, где Кузьминский полигон? Я, братан, я сам с Донецка. Не знаю. Ну все, Костя, спасибо. Конечно, И что хорошего пути. Правоохранительные Внимание! По второму пути проследует грузовой поезд. Будьте внимательны и осторожны. По второму пути проследует грузовой поезд. Будьте внимательны и осторожны. Dan gaat familie Svetlana met haar kinderen en kleinkinderen terug naar Donetsk, waarvan Kostja net zei, ja, aan de grens staan ze op het ogenblik aan beide kanten met 80 auto's, mensen die weer terug willen. En mensen die toch vluchten voor het geweld naar Rusland. En of Svetlana daar gaat blijven in Donetsk is toch maar de vraag, want zoals Kostja ook zegt, niet iedereen weet, niet iedereen die terug weet, hoe slecht het er nog is. Dus dit zijn echt reizen die, ja, daar moet je bij mij. Moeilijk. Rostov, vrijdag, september 2014.